Приветствую вас, мои ласточки, с вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». Сегодня мы поговорим об очень щекотливой ситуации в семейной жизни, когда у женщины уже накипело вот по самое не могу, и она говорит: меня муж раздражает. Я не знаю, что с ним делать, но как бы он ни чихнул, ни повернулся, что бы он ни сказал, чтобы он ни подумал, я его уже готова чем-нибудь прибить бы, он меня так раздражает, что сил нету. Что же делать женщине? Обычно после этого летит следующая фраза: я хочу с ним развестись или я не могу с ним развестись. И вот этот вот выбор, с одной стороны раздражает, с другой стороны я бы ушла, но не могу, он женщину раздирает в разные стороны. Но давайте начнем с самого начала. Наверняка у вас, если вы столкнулись с такой ситуацией, есть хорошее такое великолепное качество, как для женщины, вы хорошо умеете угадывать желания людей, которых очень хорошо знаете. Вы знаете, чего хотят в любую минуту времени, как порадовать ваших детей, вашего мужа, который даже раздражает, но вы все равно знаете, чем и как его можно порадовать. Вы знаете, как порадовать своих и его родителей, вы хорошо умеете радовать коллег, подруг. Вы вообще замечательная женщина. Единственное, чего вы не умеете делать, скажу честно, вы не умеете радовать себя. Но вернемся к разводу. Я не считаю, что в этой ситуации, как бы даже если мои клиентки приходят и говорят: я хочу развестись, первое, что я делаю, я говорю: остановись, развод не решение. И объясняю, почему развод не решение. Потому что женщина при разводе в любом случае является пострадавшей стороной. Независимо от того, потеряете вы жилье, не потеряете, уменьшится ваше материальное положение, ухудшится ваше положение материальное или не ухудшится. Независимо от этого вы являетесь пострадавшей стороной. Почему? Потому что меняется ваш привычный порядок жизни. Потому что вам нужно будет зализывать душевные раны после того, как вы расстанетесь со своим мужем. Хорошим разводы никогда не заканчиваются. Всегда выворачивается куча грязи, куча претензий. И это все равно очень сильно бьет по женской самооценке, бьет по нервам, бьет вообще по желанию жить дальше. С вами останутся дети. А это значит, вам нужно будет разрываться между детьми, работой, своей привычной жизнью, знакомыми. Короче говоря, вам придется найти, как сделать все то, что вы раньше делали с мужем, плохо, хорошо ли, но вы делали это вдвоем, вам теперь это нужно будет делать одной. Ну и плюс к этому добавится идиотский статус разведенки. За спиной будут говорить: так что с нее возьмешь, она разведенка, ее муж бросил. Никто не будет говорить, что вы ушли сами. Будут говорить, что вас бросили. И это тоже такое достаточно дискомфортное состояние для женщины. Оно не улучшает ее ощущение радости и не добавляет ей самооценки. А что происходит у вашего мужчины? Да, может быть, он тоже будет зализывать раны. Да, может быть, его материальное положение ухудшится. Да, может быть, ему придется даже жилищные условия ухудшить, оставив вам квартиру, если вы сможете ее себе оставить. Но мужчина уходит из развода свободным человеком. Мало того, на него объявляют охоту толпы барышень, потому что он свободный. А за вами толпы мужиков бегать не будут. Это вам аргументы против развода. Почему я их говорю? Потому что отношения между мужчиной и женщиной, особенно если вы живете уже несколько лет, особенно если у вас есть дети, они имеют устоявшийся формат. Вы очень хорошо знаете друг друга. Почему у вас накипело раздражение, я скажу чуть позже. Я сейчас про отношения. Это то, что имеет смысл сохранять. Разнести вдребезги к чертовой матери вы успеете всегда. Давайте сначала попробуем сохранить. Потому что если вы в этих отношениях оставались, если вы в этих отношениях рожали детей, значит, что-то ценное все-таки для вас было. Поэтому давайте будем думать, как сохранить. А теперь, что делать? Почему так происходит? Теперь уже про вас, мои дорогие. Почему женщину начинает раздражать ее мужчина? А потому что она, великолепно умея угадывать чужие желания, напрочь, еще раз повторяю, забывает о своих собственных. Она забывает говорить: я хочу того-то. Или если она даже сказала и один раз проигнорировали ее желание, она забывает напомнить, что она просила. Она забывает просить о помощи. Ой, да его пока допросишься, я сама 20 раз сделаю. Она старается всем угодить, лишь бы не порождать новые конфликты. Короче говоря, она вкладывается, и ничего не получает в ответ. И, естественно, недовольство. А плюс
там какие-то моменты, которые ей очень не нравятся, или что-то ее раздражает, что-то бесит, она придавливает в себе. И вот этого всего внутри накопилось столько, что оно стоит вот здесь и уже перекрывает кислород. Уже не дышать, не говорить, уже нету. Еще кажется одно слово, и я буду плеваться ядом. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации нужно вспомнить для начала о самой себе, о том, чего вы хотите, как вы хотите это получить, сколько из этого, чего вы хотите получить прямо сейчас, а сколько чуть позже. То есть, чтобы вы могли определиться, что же вас порадует, и что даст вам ощущение, что не я одна пашу как проклятая, а и для меня в этой паре что-то делается. Ну и плюс, извините, пожалуйста, но периодически плевать на все, и как в хорошем старом еврейском анекдоте, делать иногда счастливую маму. Кто не знает, можете погуглить, если хотите, могу уточнить. Это когда многодетной матери, которая устала от того, что она всем угождает, посоветовали, чтобы она хотя бы один раз в неделю уделяла время себе и могла заниматься собой, делать то, что ей нравится. И вот она закрывала детей на кухне, пила свой любимый чай со своими любимыми конфетами, а когда дети ломились на кухню, она говорила: «Ша, дети, я делаю вам счастливую маму». И вот эта ситуация, она очень хорошо помогает снизить уровень напряжения. Но уровень напряжения, снижение уровня напряжения — это такая, знаете, временная мера. Это все равно, как у вас дико болит зуб, а вы выпили таблеточку просто, чтобы немножко купировать боль. Больной зуб это не лечит. А что же лечит? Когда мы проводили тренинг «Счастливо замужем», у нас была отдельная практика, то есть блок был посвящен, практический блок, который был посвящен диагностике важнейших сфер ваших отношений. То есть мы выделяли сферы, которые есть в ваши отношения, которые важны для вас, важны для вашего мужа, анализировали, как соотносится порядок приоритетов в этих сферах, находили ключевые 2-3 сферы, которые, что называется, делают музыку в вашем браке, и которых чуть-чуть буквально улучшение приводит к тому, что вот это раздражение уходит, когда улучшается взаимопонимание, когда вы начинаете понимать, что ваш мужчина сам по собственной инициативе вкладывается в отношения даже без вашего стимулирования и без ваших претензий, без вашего раздражения. То есть он становится сам инициатором улучшения ваших отношений, когда вы знаете, на какие кнопочки нажимать. Сейчас у нас на сайте, только так, тихо по секрету, идет акция на этот тренинг. Если вы понимаете, что вот эта тема меня достала, вот здесь снизу есть кнопка с переходом на страницу, где вы можете ознакомиться с программой, где вы можете почитать отзывы тех, кто уже прошел этот тренинг, где вы можете принять решение: я хочу улучшить свою жизнь, я хочу спасти то, что для меня ценно, или я хочу плеваться ядом, ждать, пока у меня сорвет крышу, я хлопну дверью и потеряю все, что для меня является ценным. Выбор за вами. А я встречусь с вами в следующих видео. С вами была Алла Касаткина. Мои ласточки, чистите свои перышки, делайте счастливую маму. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.